Хуан Фусун, ты хочешь умереть? Сюань Юань Цин, кому ты показываешь свои кровожадные намерения? У Хуан Фу Сун хватает смелости. Ты повторяй же ей то, что только что сказал. Стоп, 2, не будь такой женщиной, не создавай таких проблем. Семья Сюань Юань действительно властная. Эй, брат Хуан Фу, не говори об этом, подходи. Другие девочки, это действительно два отребья, которые уже давно ссорятся здесь. Из-за женщин. Битва на ринге окончена. В общей сложности 283 человека были включены в шорт-лист для участия в среднем соревновании, плюс 270 человек из 9 великих гонок. В общей сложности 553 человека в среднем соревновании были разделены на 276 групп по номерным знакам. После того, как один из них пустовал в течение часа, они вышли на сцену, чтобы вытянуть жребий. Черт возьми, наконец-то наступает середина матча. На матче собираются Тинзяо, и половина из них Тинзяо из сил префектуры. Я не знаю, смогут ли эти 5 человек выступить так же хорошо, как в предварительном раунде, когда они выйдут в среднюю стадию. Это невозможно. Император Тинзяо очень силен и непобедим, и 5 из них уже втайне счастливы, если император Тинзяо не победит их за считанные секунды. Вы еще не знаете, не так ли? Происхождение этих 5 человек непростое, и они не намного хуже императора Тинзяо. Вы видели маленькую красную птичку, которая ела спиртовые фрукты и пила спиртовое вино на нефритовом столе? Что случилось с этой маленькой красной птичкой? Может ли это быть ужасный демон? Видите? Он еще страшнее, чем этот ужасный демон. Это квазиимперский зверь Феникс. Не так давно этот мифический зверь Феникс был крупным убийцей в городе Фэнтянь на юге страны, убив добрую половину людей. Что? Убил половину людей? В то время люди по всему югу видели это. Иначе как бы я мог сказать, что эти 5 человек являются не так-то просто. Может ли сила, стоящая за квазиимперским зверем Фениксом Тигром Дао, быть простой? Я только что был поверхностен. Неудивительно, что сила совершенствования этих 5 человек так высока. Битва на ринге в середине матча официально началась. Все Тинзяо приглашаются вытянуть жребий на сцену. Смотрите, это Тинзяо из клана императора Муронга. Они выступают на сцене уже несколько лет, и императрица Муронг Шуан – главный претендент на победу в чемпионате. Я думаю, что Шэнь Цинлун из Святой Земли Тайсин сильнее Муронг Шуан. Я думаю, что Учи займет первое место в номинации «Меч павильона мечей Гуюаня». Его кендо безупречно. Говоря о кендо, вы не забыли ученика Сюань Юаньцина? Он является императором меча Тайку, а также одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Эй, на что ты, жаба, так смотришь? Поторопись и убирайся отсюда. Тебе лучше помолиться, чтобы ты не вытягивал у меня деньги, иначе я выбью из тебя все дерьмо. Рано или поздно ты станешь моим. Правила конкурса установлены, и 553 Тэнзяо по очереди выходят вперед, чтобы вытянуть жребий. Нарисуйте одинаковые номерные знаки и встаньте лицом друг к другу. На этот раз остался один пустой раунд, и они сразу перейдут к следующему раунду. После первого раунда конкурса поднимитесь на сцену и снова проведите жеребьевку, пока в финал не выйдут последние 30 человек. Небесный Линглинг, земной Линглинг, благословленный предком Баолингом из секты 10 тысяч Дхарм. Я должен вытянуть число 250. Считайте, что вам, сюаньюанцам, повезло. В следующий раз вам так не повезет. Первый раунд матча в середине матча официально открыт. Сделайте перерыв для меня. Это как щекотка. Это действительно скучно. Почему вы не взяли этого парня Сюань Юаньцина? Даосизм феи глубок, и он признает свое поражение. Я уступаю. Это действительно легко сделать. Смотрите, 5 из них снова легко победили, и их сила слишком велика. Действительно, по моим оценкам, их сила не намного слабее, чем у лучших игроков Тинзяо на уровне префектуры. Коллега даосист, над чем вы смеетесь? Даже 5 маленьких милашек достойны сравнения с лучшими игроками Тинзяо на уровне префектуры. Почему их нельзя сравнивать? Разве вы не видели, что все эти 5 человек – враги с одним трюком? Это просто совпадение. Если вы являетесь высшим Тинзяо уровня домена Земля, то несколько маленьких милашек скоро вернутся в свою первоначальную форму. Просто подождите и увидите. Я могу и не скоро увидишь это. Это был первый день существования секты императора Муронга. Муронг сказал, что он слышал, что тот хотел только практиковать буддизм.
и не хотел спрашивать о семье, чтобы семья сделала Муронга Сюаня, его брата, своим учеником. Я действительно завидую вам. Она красива, талантлива и происходит из хорошей семьи. Весь мир говорит, что дочь императора Муронга, Муронг Шуан, непобедима. Сегодня я. Лиси, правда это или нет? Холодное дерево рядом с дверью тоже заслуживает того, чтобы его называли холодным в моем присутствии. Это формирование Шуанлуа. Вы это видели? Это высшее наследие императорского клана Муронг. Только эти 5 человек, стоящие перед императрицей, это не то, что вы говорите. Это не значит, что вы победили. Не так ли? Брат, подождите минутку и посмотрите, как императрица издевалась над ними. На мече нет пыли, и я вернусь в секту с 10 000 мечей. Я признаю свое поражение. Черт возьми, это то же самое, что и с дочерью императора Муронга. Контролировать врага одним движением. Эти высшие чины Тиньцзяо уровня префектуры слишком сильны, верно? Как вы с этим боретесь? На этом ринге несколько лучших определенно определят победителя из их числа. А как насчет нескольких родственников? Тиньцзяо этих сил земного уровня все еще могут предстать перед вашими глазами. Люди клана лорда-императора Люге действительно сильнее, чем Тиньцзяо из штепсельной вилки. Но сила заключается главным образом в ресурсах, таких как упражнения, боевые искусства, магическое оружие и так далее. Если Тэнцзяо, который выходит из розетки, также обладает такими же ресурсами, то многие люди не слабее этих Тэнцзяо уровня префектуры, а некоторые могут даже добиться большего успеха. Брат Хуань прав. Сила на уровне префектуры. Это также лорд Люге. Те несколько человек, о которых вы упомянули, они немного способные, а остальные в основном местные цыпляты. Так зовут королевского пса. Двум младшим братьям не следует недооценивать других. Ресурсы — это тоже своего рода сила. Возьмите, к примеру, этот меч, на котором нет пыли. Его талант Кенда похож на талант нашей младшей сестры Ценруо, но младшая сестра Ценруо проиграет в течение 30 ходов. Меч не содержит пыли благодаря ресурсам секты и глубокому обучению. Урок старшего брата заключается в том, что мы оба только что были немного не в себе. О, разве это не главная скала Тиньцзяо Сюаньтяньгу? Он также известный гений в Чжуньчжоу, почему он встретил святого? Иногда жребий также зависит от удачи. На этот раз Яньфэн, вероятно, с треском провалится. Святой сдался. Я признаю, что поражение слишком сильное. Неужели это и есть сила небесной Евхаристии Инь? Одно слово успокоило Тиньцзяо Юагуана и Мэн Юошина. Черт возьми, Шэньшэньцзы. Это значит,
Уничтожать людей, даже не давая другим шанса признать свое поражение. Не слишком ли это жестоко? Борьба на ринге идет не на жизнь, а на смерть. Если вы такой заботливый, почему бы вам не стать монахом, называя меня каждый день милостью Будды? Какой же девственницей вы притворяетесь? Молодой мастер Сюань-Юань, позвольте мне научиться хитростям императорского клана. Богомол — это машина, вышедшая из-под контроля. Моя рука. В конце первого раунда поединков во второй раунд вышли в общей сложности 277 тиндзяо. Они были разделены на 138 групп для поединков 2 на 2. Оставался еще один пустой раунд, и все продвинулись вперед. Тиндзято сразу же отдохнул полчаса, а затем вышел на сцену, чтобы снова провести жеребьевку и начать второй раунд Тиндзято. Второй раунд боя на ринге официально начался. Му Чинчин, молюсь последний раз, не позволяйте мне рисовать этого маленького ребенка, иначе я позволю вам умолять меня не уничтожать его. Не называйте меня по имени. Вы этого не заслуживаете. Вам лучше не встречаться с нами, или я сделаю вашу жизнь хуже смерти. О, тогда подождите и увидите сами. Сестра Чинчин, этот человек очень плохой. Не волнуйтесь, когда я с ним встречусь. Я помогу вам взглянуть на него вашими глазами. Ну что же, наша младшая старшая сестра, самая лучшая. Брат, сестра Алюр вышла на мою сцену. Коллега, выдающийся даос, пожалуйста, дайте мне еще один совет. Вы достаточно вежливы? Мне так неловко убивать вас. Могу я быть вежливым? Вы только что отправили мне сообщение, ха-ха. Товарищ выдающийся даос, давайте остановимся как можно скорее. Пожалуйста, научите меня. Я потерял слишком много, чтобы сопротивляться. Вы хорошо владеете мечом, но жаль, что сейчас почти жарко. Я полагаюсь на это. Цай Фан Фан все еще так жесток во втором раунде. Разве эти люди не должны были дойти до финала? Отличный шанс. Вы узнали об этом? В настоящее время все 5 из них. Заблокируйте меня. Я сказал, спасибо вам. Товарищ даос, это ложь. Держать руки наготове. Не слишком ли сурово будет завтра? Сокрушив брата Тиньбао 2 ударами, Лю Вэньхао действительно непобедим на том же уровне. Лю Вэньхао был раздавлен в зале и не имел сил сопротивляться. Ребята, что вы о них думаете? Эти 5 человек обладают некоторой силой, но не очень большой. Если вы не будете хвастаться, вы умрете. Можете ли вы нанести 2 удара, чтобы победить Лю Вэньхао мечом без пыли? Вы, кто вы такой? Вы не такой грубиян, как другие. Ну что же, перестаньте спорить. Посмотрите на судьбу 10-летнего мальчика на сцене. Когда вам было 10 лет, была ли у кого-нибудь хорошая семья? Я все больше и больше интересуюсь вами, но я должен пройти в финал. Как младшая старшая сестра Вань Фацонга, вы не можете терять темп. Отмените родовое проклятие.
Как получилось, что младшая старшая сестра стала такой? Это именно то, чего хочет мастер Сяодина. Обратное проклятие может иметь физический облик пикового периода, но его собственная сила не изменится. Похоже, что младшая старшая сестра не может дождаться, когда вырастет. В начале церемонии ваш нож двигался слишком медленно, чтобы рассечь воздух. Кирин — это первый месяц вашей жизни. Я снова выиграла Ниму с помощью этого трюка. А разве он не замаскирован под тысячелетнего монстра? Как могло случиться, что его появление именно сейчас должно быть особым приемом? Но я не ожидал, что эта девочка вырастет такой красивой, и вам повезет, если вы так легко победите. На каком уровне упражнений выполняется этот шаг Цилинь? В конце концов, разгадка небесных тайн заключается в том, что небо заглядывает в небо, но дорога постоянно меняется и бесконечна. Может ли ваша дедукция считаться непостоянством? Все вещи одинаковы, и все законы одинаковы. Сегодня я не в строю, и если вы сумеете прорваться, я признаю свое поражение. Исходя из стиля Бофанга, я достоин этого секрета. Лудзи Хаваюй с самого начала непосредственно вычислил все обходные пути противника, ограничив пространство техники. Неужели в этом весь ужас дедукции? Это слишком непостижимо – осаждать предков перед битвой. Мятежный аспект моего глубинного тела Дхармы заключается не в том, что существует много техник, а в том, что метод движется сердцем, крадет умом, меняется, не имеет фиксированной формулы и не имеет фиксированной памяти. Что именно? Это невозможно. Как в этом мире могут быть какие-то умозаключения? Небо и землю можно считать небом и землей. Судьбу можно считать траекторией движения живых существ, и все установленные законы в мире можно считать. Но их нельзя считать 10 тысячами законов, это невозможно. Он слишком жесток, чтобы победить этих 5 людей, полагаясь на непобедимую дедукцию облака меток. Откуда, скажите на милость, взялись эти чудовища? Поздравляю нескольких профессиональных игроков с выходом в финал без особых усилий. Ведущий очень вежлив. Нам просто повезло, что мы не встретились с более сильным Тиньцзяо. Я объявляю, что все соревнования в Китае и Тайване завершены, и в финал вышли в общей сложности 68 человек, которые были разделены на 34 группы, и по жребию сразились друг с другом. Финал состоится завтра. Давайте вернемся в павильон Юньмен и отдохнем. Хорошо, но у меня возникли проблемы с Мислю. Что вы думаете о 5 людях, которые сегодня вышли на ринг? Я ничего не вижу насквозь. С самого начала и до конца они скрывали свою силу. Странный лорд прав. Я уверен, что у них у всех особенное телосложение, но я просто не могу сказать, какое именно. Мало того, упражнения, которые они используют, также очень мощные, даже сильнее, чем наш Дафа. Это действительно странно. Заботиться о его продвижении по службе и упражнениях. В любом случае, завтра моя семья Хуанфу попросит об этом, а я, Му Цинчен, попрошу святую землю Ягуан. Если силы, стоящие за ними, не отпустят людей, то они исчезнут. Лорд Люге, я думаю, что эти 5 очень хорошо знакомы с вашей маленькой девочкой. Знает ли ваша маленькая девочка об их происхождении? Я также спросил маленькую девочку об этом, но маленькая девочка сказала, что не знает об их происхождении. Она просто влюбилась в маленькую девочку. Спасибо вам большое. Лю Бай почти поверил мне. Если бы я не встретил нескольких человек, вы бы утонули. Вот и все. Давайте подождем завтрашнего финала. Смотрите, это Хуан Фусун против завтрашнего дня, а Цай Фанфан против Мужун Сюаня. Неожиданно оказалось, что первый бой был матчевым. Завтра вам слишком не повезет. Сегодня, если вы ударите меня в первом раунде, вы либо признаете поражение и уйдете с ринга, либо я это сделаю. Уничтожу тебя сам.
Раз уж вы ищете смерти, то я исполню ваше желание. Это метод Куньпен. Доминирование. Сокрушите, полностью сокрушите. Младший брат достойного Хуанфу был легко и серьезно ранен Нингтянем. Этот самонадеянный ублюдок посмел оскорбить мою семью Хуанфу в лицо. Хуанфу-кун, в чем дело? Ваша семья Хуанфу не может позволить себе потерять это. Если вы не позволяете другим победить вашего брата, не позволяйте ему выходить на сцену. Я думаю, что некоторые люди просто теряют самообладание. Наша семья Хуанфу великодушна, и мы не можем позволить себе проиграть. Именно моя семья Хуанфу только что сказала что-то не то, но этот ребенок должен присоединиться к моей семье Хуанфу после матча на ринге. Тот, кто осмелится сразиться с нами, не умрет. Старший брат великолепен. У нашей семьи Хуанфу есть секретный метод. Когда придет время, высшая кость этого сына может быть пересажена Сун, и Сун станет по-настоящему непобедимым. Не слишком ли поздно для вас признать свое поражение? Прекратите нести чушь, вы сломанный меч. Я нанес удар мечом Минсюань Вана. Оказалось, что дикое бессмертное тело меча Сюаньмина, тело меча Ци, нарушило, а не вскрыло его плоть, закон фазы. Это все, что вам нужно. Я нанес удар священным мечом. Второй раунд жеребьевки начнется немедленно. Как такое могло случиться? Как это можно свести воедино? Боже мой, соперница маленькой девочки Сюань Юанцин, несравненная Тиньцзяо с телом императора меча Тайку. Если вы пообещаете быть моей женщиной, я не смогу ее трахнуть. Вы закончили. Убирайтесь отсюда, как только закончите. Хмэ, очень хорошо, подождите минутку. Я заберу тело этого маленького ребенка. Сюань Юань Цин, позже я посмотрю, как моя младшая сестра будет избивать вас. Я беременна реинкарнацией, и я нахожусь на вершине священного царства. Встречаясь лицом к лицу с древней ученицей младшей и старшей сестры, я и в половину не так хороша. Вы единственное тело в кендо, которое не может быть оценено. Подождите, чтобы увидеть, как вы умрете. Сестра Алюр, не волнуйтесь, он такой плохой. Подождите минутку, я уставилась на него. Тогда помогите мне привести его в порядок. Это ваша жизнь. Маленький дьявол дал вам возможность жить, если вы хотите обвинить Мо Цинчена в том, что он хочет вашей смерти. Зодиак наносит удар небесным мечом. Как могло случиться, что все мечи Сюань Юаньцина потерпели неудачу? Эта техника настолько странная. Я иду прямо, чтобы перейти на шаг единорога и посмотреть на человека, только с помощью техники тяжелый зрачок, чтобы к моменту получения незначительной травмы заполнить количество дней. Я же просила вас запомнить, что Чонг Тонг уничтожает мир. Что это, черт возьми, такое? Я в этом не уверен. Он, должно быть, использовал технологию.
Оказалось, что это непобедимый из легенды о древней Хитоме. Неудивительно, что он может видеть насквозь все движение меча. Древняя Хитоме, которая не видела его тысячи лет, действительно появилась снова. Патриарх Сюань Юань, мой императорский клан Муронг, хотел бы добавить императорское священное писание с 1/3 ресурсов в обмен на маленькую девочку, которая присоединится к моей семье, моему императору Хуанфу клан добавит документ, подтверждающий право собственности. И я умоляю маленькую девочку присоединиться к моей семье Хуанфу, как к святой земле света меча, а также как к святой. Как обстоят дела с браком двух семей? Слушайте все, моя ученица Сюань Юань наполовину брошена, и я не могу позволить этой маленькой девочке. Я, император Сюань Юань, сделаю все возможное, чтобы воспитать сильных учеников. Плохие парни позволили вам запугивать сестру Ценчин. Посмотрим, осмелитесь ли вы в следующий раз. Мастер, могущественный и властный. Этот трюк сейчас слишком красив, но, к сожалению, учитывая ваш текущий уровень развития, вы не смогли проявить всю свою силу. Когда в будущем вы достигнете положения Земли, вам будет приятно посмотреть на великого императора Цзиньсяна в то время. Я все еще ребенок, и я стану могущественной, когда вырасту. Мастер, вы также можете научить меня нескольким крутым словам, чтобы я могла приходить к вам на бои в будущем. В чем разница в последнем предложении, то есть «меня зовут Нин Юнь», помните? Именно так я и думала, и я не смогу выучить это, даже если захочу. Научу тебя. Должен ли я также попросить младшую старшую сестру пропеть нам несколько слов? Это должно быть очень величественно. Наша младшая старшая сестра проделала отличную работу. А кто позволил ему издеваться над сестрой Цинчин? Если он не торопится, смотрите, как я двигаю его на каждом шагу. Во втором раунде финала 17 игроков из Тиньцзяо прямо на месте вытянули жребий и сразились парами, разделившись на 8 групп по боевым составам. 16 человек вышли на сцену, чтобы сразиться. Одному человеку посчастливилось остаться пустым, и 17 игроков из Тиньцзяо вышли вперед, чтобы вытянуть жребий сразу. Лингтянская команда Sword Dust Free Boy Supreme Versus. Первый человек в Чучжоу Кенда. Это определенно тяжелая битва. Почему маленькая девочка на 9-й позиции в этом раунде пустоты? Я хочу увидеть, как он снова изменит свою внешность. Это так красиво. Да, я слышал, что вы беременны легендарной высшей костью. Сегодня я научу этого молодого человека 5 элементам Кенда. 5 высших элементов возвращаются к одному, а небо запрещено. Хороший удар кулаком для забоя. Это действительно то же самое. Корпус меча из 5 элементов, не содержащий пыли, непобедим как в атаке, так и в защите. А физическая техника боя с небом еще более властна и удивительна. Это поединок лучших мастеров Тиньцзяо. Боевая мощь этих двоих полностью равна. Похоже, что за короткий промежуток времени эти двое не могут определить победителя или проигравшего. Поскольку лучшие приемы владения мечом не могут повлиять на результат, я приложу все свои силы, чтобы сломить ваши боксерские навыки. Если вы сможете поймать этот меч, то я проиграю. Вот это! Что это за принуждение такое? Это дыхание – высшая сила высшей кости. Я проиграл. Оказалось, что он только что не использовал свою настоящую силу. В битве на ринге по-прежнему используется лотерейный механизм подбора соперников. 9 человек встречаются парами, 1 человек остается пустым. А 10 лучших поединков являются кульминацией битвы.
команда Хуан под номером 1 Чуки, команда Му Хэйсэй под номером 2. Мэн Яо, Нин Юнь, занявший 3 место, уступил Му Жун Шуану, а Нин Тянь, занявший 4 место, уступил Шэн Чин Цину. Цай Фанфану посчастливилось попасть в следующий раунд первой десятки. Первая команда Хуана Чуци. Остальные из Тиньцзао, пожалуйста, уйдите. Черт возьми, почему я такой пустой? Брат Хуань, давай сменим марку. Я не могу участвовать в этой битве, даже если это брат. После этого боя нас останется только 5. Когда придет время, мы сразимся с Пуком, плюс бой на ринге. Если вы скажете, что можете это изменить. Вы можете спуститься и посмотреть на мой бой. Представление. Ну почему же я такой скупердяй, но у меня есть знак с цифрой 5? Эти древние тяжелые зрачки наводят такой ужас. Если я столкнусь с Юань Юаньценом лицом к лицу, у меня все еще хватит сил, но столкнувшись с ним лицом к лицу, я совсем не уверена. Это редкость. Слишком редкое. Совершенство техники противостоит совершенству конфуцианства и даосизма. Это битва — вершина 2 направлений. Талисман Сюаньхуа — это слово Чуаншхуо из 5 священных писаний Рудао. Поскольку вы находитесь в тюрьме, я сломаю вам руку. 5 стихий используют 10 тысяч способов наказать зло, и единственный святой метод — использовать историю как руководство, а литературу как лезвие, чтобы разрубить ложное искусство в мире. Теперь, когда вы исповедуете конфуцианство и нарушили мой основополагающий закон, я вернусь к одному из 10 тысяч законов и поколеблю ваш путь мудрецов. Конфуцианство и даосизм являются высшими, а небеса необъятны. Я проиграл. Вы очень хороши. На данный момент Тиньцзяо Ринг. Первый противник, который заставил меня стать серьезным. Му Ченчен, вам лучше покорно признать свое поражение, иначе я вас побью, а другие увидят, что у вас плохо со здоровьем. Я не знаю, насколько громкий шум. Раз уж вы такой упрямый, я покажу всем, как вы выглядите сегодня. Не исчезайте в моих глазах. Вы просто клоун, прыгающий на перекладине. Реинкарнация открыта. Что именно? Что это за видение? Почему я чувствую себя так ужасно? Я не знаю. Но, вероятно, это из-за его телосложения. Кто-нибудь из вас знает, что это за телосложение? Оказалось, что это легендарное тело реинкарнации, которое совпадает с высшей костью Го Чонгтона и входит в 10 лучших по сравнению с небесным телосложением. Лорд-король демонов. Посмотрим, сможем ли мы это сделать или нет. Это тот человек, которого я заранее опознал в Святой Земле Ягуан. Кто бы из вас не осмелился схватить его? Он будет бесконечно сражаться за мою Святую Землю Ягуан, так что теперь я могу мечтать об этом наяву. Почему у этих двоих такие странные глаза? У вас какие-то проблемы? Даже маленький евхаристик осмеливается говорить глупости, как лягушка на дне моего колодца. В конце концов, это всего лишь клоун, прыгающий по балке.
终究只是跳梁小丑。 Мумуцин выросла с моими странностями, и оказалось, что это тело для реинкарнации. Неудивительно, что он может легко победить Ниму по пути. Что же это за монстры? Как один может быть страшнее другого? Это все легенды, которые трудно встретить на протяжении тысячелетий. Младшая старшая сестра нашей секты, твоя очередь играть позже. Будьте осторожны, я вижу, сестра Люр. Не волнуйтесь, даже если я пострадаю, все будет хорошо. Существует также техника восстановления неба, и все будет хорошо. Древняя Хитоми также известна как непобедимая. Сегодня я, Мужун Шуан, узнаю о силе Чонгтонга. Мисс Сестра, подождите минутку. Помните, что нельзя плакать. А императрица Муронг Шуан – это плод вашей фантазии. Почему вы раскачиваетесь на сцене как дурак? Это действительно иллюзия. Похоже, в этом и заключается магическая сила сигетами, которая непосредственно вовлекает противника в иллюзию сигетами. К вам присоединен дух иллюзии Чонгтонг. Действительно, это редкость в мире, но жаль, что я являюсь таинственным телом бога Инь, которое рождается из крайности и врожденного тела, которое бросает вызов Дао и нарушает закон. Не имеет значения, насколько правдива иллюзия, в конце концов она ложна. Вы сломали его для меня. Вы сказали, что открыли исключительную иллюзию расы зергов. Боже мой, это вечная и не имеющая аналогов сверхъестественная сила тяжелого зрачка. Использующая происхождение божественного тела заднюю руку императора Тиньцзао, это так ужасно. Сила Чонгтонга вполне заслужена. Мисс Сестренка, как насчет того, чтобы снова забрать меня с собой? Отгородите меня от света из-за ограбления тяжелого ученика. Сегодня я, наконец, узнала позицию Чухунтуна. И, конечно же, как записано в древних книгах непобедимого человека моего поколения, я проиграла. Это ужасно. Даже императрица не справится с двумя трюками. Что нам делать с креветками и утиным мясом против него? Что же нам делать? Я научу вас непосредственно 3 трюкам. Первый трюк – немедленно опуститься на колени. Второй трюк – немедленно поклониться. А третий трюк – быть безразличным к смерти. От этого зависит, сможете ли вы выжить. Полагаюсь на ваше красноречие. Завтра я услышу, что вы носите в себе величайшую кость, величайшего молодого человека, с которым я никогда не встречусь. Сегодня я буду поклоняться вам и позволю вам стать ступенькой на моем пути к непобедимости. И сегодня я стану святым. Какой поток приложений оказался святым царством? Боже мой,
Он прячется слишком глубоко. Никто не знает его истинной основы совершенствования от начала до конца. Шэнь Чэньцин, владыка небес, очень хорошо умеет прятаться. Как такое может быть? Дело в том, что Чэньцину просто сошло с рук то, что он прорвался через святого несколько дней назад. Будучи молодым поколением, он уже преодолел оковы входа в священное царство и вознесся до уровня святого. Это просто межпространственное сокрушение. Неудивительно, что он полон уверенности в себе. Оказывается, все его спокойствие и презрение объясняются абсолютной силой. Завтрашний день в опасности. Святой – это не что иное, как скорая помощь. Немного мастерства, и все. Муравьи – мудрецы. Нин Тяньшен лежал в корыте, победил Шэнь Тэнцу в царстве святых и проиграл. В этом году битва на ринге Цинцзяо действительно захватывающая. Скоро увидимся в 4-м сезоне.